Тайна бассейна Хиггинса. 10-я страница, которую нельзя было найти. У каждого заброшенного места есть свой звук, который слышат только те, кто пришел слишком поздно, когда двери уже закрыты, свет давно погас, а воздух внутри стал таким неподвижным, будто само здание задерживает дыхание, ожидая, когда новый человек сделает первый шаг по мокрой плитке. В Хиггинс Суиминг Холл этот звук не похож на крик, не похож на шаги и даже не похож на плеск воды. Это тихое капание где-то в глубине бассейна, будто по старому кафелю падает не вода, а время, медленно отсчитывающие секунды до момента, когда ты поймешь, что пришел сюда не за ответами на экзамен. Официально все начинается просто. Несколько учеников ночью пробираются в школьный бассейн, чтобы найти 10 страниц с ответами, пережить встречу с обезумевшей ланч-леди и выбраться обратно через стартовый выход, пока она не догнала их в коридорах. Но если смотреть на эту карту внимательнее, если остановиться перед схемой и перестать воспринимать красные точки как обычные места появления страниц, а цветные ключи как простую игровую механику, становится ясно, что Хиггинс Суиминг Холл устроен не как школьный бассейн, а как место преступления, которое кто-то разрезал на комнаты, запер на разные ключи и оставил гнить под запахом хлорки. Слева находится кафе наверху. На первый взгляд это почти безопасная зона, потому что кафе в школе должно ассоциироваться с шумом, едой, разговорами и обычной жизнью. Но здесь оно выглядит как комната молчания, как место, где учеников собирали после того, что случилось у бассейна, ставили перед ними тарелки, закрывали двери и говорили им, что они ничего не видели, ничего не слышали и никого не должны вспоминать. В центре карты находится Nurse Room, медпункт, и именно он делает эту локацию по-настоящему неприятной, потому что бассейн может быть местом трагедии, но медпункт всегда является местом, где трагедию превращают в документ. Там пишут время, причину, подпись, объяснение для родителей, объяснение для полиции, объяснение для школы, которая не хочет скандала перед выпускными экзаменами. Старая легенда Хиггинса говорит, что много лет назад именно в Nurse Room появился первый фальшивый отчет, где было написано, что один ученик утонул случайно, хотя тело нашли совсем не в воде. Это случилось перед экзаменами, когда команда по плаванию осталась после уроков на дополнительную тренировку. Один ученик не вернулся домой, но его одежда осталась в раздевалке, полотенце висело на крючке, а на поверхности бассейна не было ни кругов, ни пузырей, ни следов борьбы. На следующее утро администрация школы объявила, что это был несчастный случай. Однако те, кто находился в здании той ночью, рассказывали совсем другое. Кто-то слышал спор возле медпункта, кто-то видел, как дверь к бассейну закрылась изнутри. Кто-то утверждал, что ланч-леди прошла через кафетерий с мокрыми рукавами и не сказала ни слова. После этого бассейн закрыли якобы на ремонт, но ремонт так и не закончился. Двери остались запертыми, ключи начали исчезать и появляться в разных местах, а школьная столовая стала странно тихой. Ланч-леди больше не улыбалась ученикам, не кричала на них за беспорядок, не поправляла подносы и не называла никого по имени. Она просто ходила по коридорам, будто проверяла, все ли двери закрыты, все ли страницы спрятаны, все ли свидетели давно забыли то, что им приказали забыть. Поэтому кафетерия Кий на этой карте не просто открывает дверь в кафе. Он открывает место, где началось молчание. Nurse Room Key не просто ведет в комнату с аптечками. Он ведет туда, где ложь впервые получила печать и подпись. Pool Key не просто открывает бассейн. Он открывает воду, которая все еще помнит, хотя давно притворяется спокойной.
Но настоящая тайна кафетерия начинается не за столами. Она начинается на кухне. Там, среди грязного кафеля, старых плит и брошенной посуды, лежит то, что игроки сначала принимают за декорацию. Огромная темная масса, похожая на мясо, которое слишком долго оставили в тепле. Она выглядит так, будто ее не приготовили, а вырастили. Будто кухня Хиггинса много лет кормила не учеников, а что-то другое. По одной из самых мерзких легенд этой карты, это не просто мясо. Это остатки тех, кто видел слишком много. После инцидента у бассейна школа не могла оставить свидетелей, отчеты и тела в обычных местах. Медпункт переписывал документы. Кафетерий заставлял учеников молчать, а кухня уничтожала следы. Но что-то пошло не так. Говорят, однажды ланч-леди попыталась избавиться от улик так, как умела лучше всего. Через еду, жар, пар и грязную школьную кухню. Но мясо не сгорело. Оно не разложилось. Оно начало расти. С тех пор эта масса лежит там, как сердце всего здания. Не живое, но и не мертвое. Она не двигается, когда ты смотришь на нее. Но стоит отвернуться, и кажется, что она стала чуть больше. Будто каждая найденная страница, каждый открытый ключ, каждый крик ланч-леди кормит ее заново. Возможно, именно поэтому кухня находится так близко к тайне бассейна. Вода забрала первое тело. Медпункт написал ложь. А кухня превратила эту ложь во что-то физическое. Во что-то, что до сих пор гниет на полу. И если прислушаться рядом с этой массой достаточно долго, можно услышать не дыхание ланч-леди, а тихое, влажное жевание. Именно поэтому самое страшное место на карте — не узкий коридор и не закрытая дверь, а большой зал бассейна. В коридоре ты боишься угла, потому что за ним может стоять она. В раздевалке ты боишься тени, потому что она может двигаться. Но возле бассейна ты боишься тишины, потому что вода выглядит так, будто ничего не произошло. И именно это делает ее невыносимой. Спокойная вода — самая страшная улика, потому что она не спорит, не кричит и не защищается. Она просто лежит перед тобой, черная, ровная, неподвижная, как зеркало, которое отказалось отражать живых. По легенде, 10 страниц, которые игроки собирают на Хиггинс Суимин Холл, никогда не были ответами на экзамен. Это были 10 листов старого расследования, разорванного и разбросанного по зданию, чтобы никто никогда не смог собрать историю целиком. Первая страница была списком учеников, которые находились в бассейне той ночью. Вторая — расписанием тренировки, где время было исправлено чужой рукой. Третья — показаниями свидетеля, который потом перевелся в другую школу. Четвертая — медицинской запиской, где причина смерти была написана слишком аккуратно. Пятая — схемой служебного коридора, куда ученик не мог попасть без ключа. Шестая — отчетом о странном запахе из труб. Седьмая — именем человека, который закрыл дверь. Восьмая — подписью того, кто приказал всем молчать. Девятая — признанием, что тело было перенесено. А 10-я страница, самая важная, всегда прячется там, куда человек не хочет смотреть. Именно с 10-й страницей связана самая мрачная легенда этой карты. Игроки знают это чувство. Ты уже собрал 9 страниц, проверил кафе, медпункт, бассейн, душевые, раздевалки, коридоры, лестницы, вернулся к каждому столу и каждой двери. Но последней страницы все равно нет. Тогда игра перестает быть игрой и превращается в пытку. Ты слышишь, как ланч-леди кричит все чаще, как ее шаги становятся быстрее, как фонарик выхватывает из темноты одни и те же стены.
И в какой-то момент тебе кажется, что карта изменилась, что дверей стало больше, что коридор стал длиннее, что ты уже был здесь минуту назад, но теперь на полу лежит не та тень. А потом кто-то находит ее в туалете. Белый лист на белом сиденье. Бумага, которая сливается с фарфором. Последняя правда, спрятанная в самом унизительном месте, среди кафеля, сырости и грязи, которую кто-то пытался смыть. В этом есть что-то почти злое, почти разумное, потому что Хиггинс Уиминг Холл не прячет 10-ю страницу там, где ее невозможно найти. Он прячет ее там, где твой мозг сам отказывается искать. Когда ты поднимаешь 10-ю страницу, игра говорит тебе бежать к выходу. Но в легенде этот момент означает совсем другое. Ты не закончил экзамен. Ты вскрыл старое дело. Ты собрал то, что школа разорвала. Ты заставил здание вспомнить собственное преступление. И именно тогда Ланч-Лейди становится не просто монстром, который охотится на учеников, а последним сторожем тайны, которую нельзя было доставать из воды. Но на карте есть еще один предмет, о котором игроки говорят почти шепотом. Золотая сковорода. Редкий артефакт, который может появиться в самых неожиданных местах, как будто само здание иногда показывает кусочек своей настоящей природы. В обычной игре это секрет, награда, дополнительная цель для тех, кто хочет рискнуть. Но в легенде Хиггинса золотая сковорода — это не трофей, а реликвия. Первый предмет, через который Ланч-Лейди услышала голос бассейна. Говорят, ее нашли много лет назад на дне, когда воду якобы сливали для ремонта. Она лежала среди треснувшей плитки, чистая, блестящая и невозможная, будто не могла принадлежать школьной кухне. Повариха взяла ее в руки, и после этого перестала быть просто поварихой. Фонарик на этой карте кажется не спасением, а предательством. Чем ярче ты светишь, тем больше тебя видно. Чем быстрее бежишь, тем громче тебя слышит здание. Чем больше страниц поднимаешь, тем быстрее становится она. Все привычные правила выживания выворачиваются наизнанку, потому что Хиггинс Уиминг Холл не хочет, чтобы ты умер сразу. Он хочет, чтобы ты сначала все понял. Он хочет, чтобы ты увидел кафе и понял, где заставляли молчать. Он хочет, чтобы ты открыл Нёрс-Рум и понял, где переписали правду. Он хочет, чтобы ты дошел до бассейна и понял, почему вода спокойная. Он хочет, чтобы ты нашел 9 страниц и потерял рассудок перед 10-й. И только когда ты почти поверишь, что выхода нет, он даст тебе последний лист, чтобы ты побежал к стартовой двери с той самой мыслью, от которой невозможно избавиться. Ты все еще помнишь белый лист на белом сиденье. Ты все еще помнишь, как в бассейне не было волн, хотя где-то рядом кто-то кричал. И самое страшное, ты понимаешь, что Ланч-Лейди не просто охраняла страницы. Она охраняла тебя от того, что было написано на последней. Так что если однажды ночью вы снова зайдете на Хиггинс Уиминг Холл, не спешите к бассейну, не включайте фонарик слишком рано и не радуйтесь, если первые страницы находятся легко. Иногда здание отдает правду только для того, чтобы посмотреть, как далеко человек готов зайти за ней. А когда вы услышите за спиной тяжелые шаги, не думайте, что она злится из-за украденных ответов. Она злится, потому что вы снова начали читать.